Меня зовут Тимур, мне 20 лет, я татарин. Я родом из города Чайковский, а все родственники у меня, как бы все предки от мамы и папы, они все из Кировской области. Мгм. Вот. Ну, как бы живут там в деревнях, селах, в которых живут только татары, по большей части. А в Пермь, ну вот я переехал, чтобы учиться 1,5 года назад, а так родился, вырос в городе Чайковский. Почему вы выбрали Пермь? А, Была возможность, к тому же хотелось как минимум из Чайковского выбраться, потому что городок маленький. А, Ну и здесь очень развита театральная сфера. Вы учитесь в этой сфере? Да, режиссура театра. У вас есть какое-нибудь любимое место в Перми? Мне набережная очень нравится. И как вот эта площадь возле театра. Эспланада? Нет? Нет, именно вот возле театра самого, Мгм. где еще фонтан. Вот, мне там нравится. Про площадь перед театром, скорее всего, из-за того, что когда я еще был маленький, это ну, вот, что-то первое, что я увидел, такое красочное, яркое в Перми. Ну и как раз тогда я впервые увидел вот поющие фонтаны, чего у нас, например, в Чайковском нету. И вот как-то запомнилось. А набережная, ну, у нас в Чайковском тоже набережная есть. Вот только-только ее отреставрировали, починили, привели в хороший вид. А Пермская мне всегда нравилась. Будучи там школьником, когда вот я еще и только из детского сада выходил, меня бабушка записала в музыкальную школу. Я занимался вокалом и как раз на татаро-башкирском народном отделении. Вот. И там ну, много и народных песен пел, и эстрадных песен пел. Потом голос ломаться начал, хореографией начал заниматься татарской народной и башкирской тоже. Вот. Ну, самая любимая песня это, наверное, татарская народная «Эх, Тала-Тала». Вот. Честно, не помню, про что там, но мне всегда, когда говорят, вот есть, что можешь назвать из татарской музыки, из татарских песен, сразу эту песню вспоминаю. У вас в семье есть какие-то традиции татарские, которые вы прямо им следуете? Всегда, если какое-то застолье, там, праздник какой-то, вот вся семья должна собраться, обязательно. Никто не начнет есть, пока все не сядут за стол. И из-за стола можно выходить только когда все доедят. И, в принципе, вот то, что это нужно, такие праздники отмечать совместно. Вот. Потом по дому тоже нужно всегда помогать друг другу. Ну и вот классическое уважение к старшим. Потому что, ну, зачастую вот как раз тюркским народом такое ярко причисляют. То, что, например, там старший член семьи не может работать, когда младший отдыхает. Должно быть наоборот. Вот. Но это во многих тюркских народах такое принято. Вот. А так что-то яркое прям не могу выделить, потому что привык. Какие у вас есть национальные блюда? Ну, самый, наверное, известный это эшпошмак. Интересный факт могу рассказать про эшпошмак. Как раз эшпошмак переводится как «три угла». Это треугольник. Эш — это три, пошмак — это угол. Вот. Также есть у нас балеш, габадия — это Это что вот? пироги. Ага. Балеш и габадия — это пироги. Потом шурпа есть у нас. Что еще? Ну, плов, допустим. Вот. Ну, обычно вот все перечисленное на какие-то крупные праздники, такие как день рождения, там, Курбан-Байрам, Ураза-Байрам, всегда на столе есть. Ты не так давно живешь в Перми. Расскажи, что ты для себя открыл, что-то такое новое, необычное для тебя. Ну, как минимум, все равно было для меня открытием то, что здесь действительно много людей ходит в театр. Вот, как бы, для меня это важно, так как у меня такая профессия. А также для меня вот своим неким открытием было то, что вот я думал, я приеду в Пермь, большой город, я в нем потеряюсь, будет тяжело. А потом, когда вот именно к темпу города привык, у меня вот стойко появилось ощущение, то, что я нахожусь в Чайковском, но чуть побольше. И то, что и говор у всех такой же, как и в Чайковском. Манера общения у многих людей такая же.
Просто люди здесь чуть более открытые. И как будто вот я до сих пор дома. Вот. Ну, я сейчас активно занимаюсь творчеством, в особенности музыкальной деятельностью. Вот. И как бы в мечтах, в планах дать уже ну, полноценный сольный концерт хотя бы. Вот. Мгм. Пока что, ну, получилось уже сделать сольный концерт, но не то чтобы крупный. У меня группа «Ничего личного». С недавнего времени еще и мы занимаемся организацией мероприятий и праздников. Вот. А сольный проект у меня Декира назывался я. Вот. Я выпускаю тоже музыку на площадке, от группы пока еще ничего не выпускали. Вот. Я учусь, пишу музыку, занимаюсь музыкой. Также работаю в квест-центре актером. Мгм. Вот. Кого играешь? Ролей много, но чаще всего вот играю маньяка. Важно ли сохранять вот эти вот традиции, какие-то обычаи народные в своей повседневной жизни? Я думаю, что довольно важно, но опять же это выбор каждого. Потому что кому-то это неинтересно и не нужно, а кто-то хочет жить с этим. Вот. Я не знаю, как правильно просто объяснить, потому что здесь как будто бы из крайности в крайность. Либо ты горишь своей культурой, своим прошлым, либо ты живешь настоящим и как бы, ну, особо это не интересует. Подожди, а ты на татарском разговариваешь? Я разговариваю так себе, Мгм. плоховато, но я почти все понимаю. То есть я домой в Чайковский приезжаю, со мной только на татарском разговаривают. Я только на русском, по большей Мгм. части. А как ты пропитывался вот этой культурой татарской? Через песни? Вот, да, через песню, то, что как раз я занимался, как бы и хореографией, и вокалом. Плюс у меня бабушка очень верующий человек. Вот, и все в семье стараются народные ценности привить. Поэтому, ну, вот как-то вот и засело. С какими трудностями ты уже столкнулся, как вот приехал в Пермь? Или, может быть, в А, детстве у тебя были какие-то трудности, связанные с тем, что ты другой национальности? Ну, это да, как бы у меня в школьные годы там были периоды травли, просто из-за того, что не той национальности. Но это как бы, это мелочи. Мгм. Вот. А так, ну, опять же, то, что у меня профессия такая, то, что я учусь в театральной сфере, а, помимо пермского говора, уральского говора, мне приходится еще убирать татарский говор. Вот, он иногда мешает. Вот, потому что начинаю вот так вот разговаривать. Все, и как потом? И как ты с таким на сцену выходить? Поэтому приходится контролировать, учиться очень много упражнений, тренировок разных. Ну, будем честны, никто не выбирает свою национальность. Как бы с национальностью рождаются, и э, каждая нация, каждый человек должен уважать свою культуру, уважать культуру других, потому что у каждого народа свое прошлое, свое настоящее, свое будущее, свои интересы, свои культурные особенности. И просто вот если хотя бы попытаться изучить вот совсем другую национальность, другую культуру, в какой-то момент можно прям вот погрязнуть с этим. Вот так вот. И ну, это очень интересно на самом деле. Просто узнавать про свое окружение, про других людей, кто этим занимается. Кто живет по обычаям своей национальности, по своей культуре. Просто интересно узнавать. И тогда ну, нет смысла уже кого-то оскорблять, как-то принижать, потому что у всех все интересно. Подписывайтесь, слушайте песни, изучайте другие культуры, другие национальности, живите счастливо, не болейте.